Мы сегодня на канале Ханафи и делаем мини-тату. У нас эскиз для надписи. Сушим буквально чуть-чуть. Мы будем работать двумя картриджами. Номер 7 Deep Black палитры компании Ханафи, потому что он адаптирован под маленькие микроработы. Он абсолютно черный, он не синеет. Его можно положить как в плотном прокрасе на контур, так и в теневых техниках. Такие линии единичкой. Движение возвратно-поступательное. Она тоже очень тонкая, она очень красивая игла. Скорость 8. Посмотрите на результат. Любой мастер перманентного макияжа может делать такие работы. Всем привет! Мы сегодня на канале Ханафи и делаем мини-тату. Я Екатерина Третьякова. Я мастер перманентного макияжа со стажем 13 лет в этом году. Также я являюсь медиком, создателем курса по перманентному макияжу, по косметологии и, в общем, много чего. И сегодня мы делаем мини-тату на пигменте компании Ханафи номер 7 Deep Black. Почему мы выбираем именно этот пигмент номер 7 Deep Black палитры компании Ханафи? Потому что он адаптирован под маленькие микроработы. Он абсолютно черный, он не синеет. Его можно положить как в плотном прокрасе на контур, так и в теневых техниках. Почему мини-тату так любят мастера перманентного макияжа? Да потому что все оборудование и все материалы у них уже есть в арсенале. Это пигменты для век номер 7 Deep Black. Это иглы в конфигурации 1 RLT, либо 3 RLT. В разных диаметрах от 0,25 до 35 диаметра. И, конечно же, ваши машинки для перманентного макияжа. Итак, давайте приступим к процедуре. У нас эскиз для надписи. Модель его выбрала. И наша задача его сейчас перевести. Для этого мы обработаем кожу спиртом, предварительно удалив все ненужные волоски. И нанесем гель для трансферного перевода. Геля нужно немного, буквально чуть-чуть. Поскольку надпись линейная, нужно очень стараться ее аккуратно перевести. Для этого мы наметили себе горизонт с учетом анатомии, костей и мышц. И задача теперь с первого раза это перевести. Поэтому не дышим, стараемся не тереть, стараемся очень аккуратно промокнуть, не задвоить. Немного объемнее, чем мы планировали, но в целом все понятно. Сушим буквально чуть-чуть, 2 минутки. Мы будем работать двумя картриджами. Конфигурация 31 RLT и 25 троечка 3 RLT. Начинаем мы с единички и будем фиксировать сейчас нашу надпись. Для этого мы посмотрим, какой у нас вылет. Поскольку у нас длина хода здесь 4 миллиметра, это скорпион, то меня устроит здесь тот вылет, который сейчас получился. Мы будем работать Deep Black, это номер 7 из основной линейки Ханафи. И почему он? Потому что это единственный черный. И меня он устраивает, потому что он и плотный, и яркий, и заживает он очень красиво, не дает синих оттенков. Поэтому мы выберем его для такого нежного эскиза, и он нам очень подойдет. Работать мы будем с использованием вазелина марки Ханафи. Стараемся не трогать следующий эскиз, то есть мы начнем с первой буковки и будем ее фиксировать. Движения возвратно-поступательные, внутри кожи, очень тонкие и аккуратные. Сейчас мы посмотрим. По фиксации мне достаточно, я ее вижу. Дальше мы будем уже уплотнять. Сейчас это делаем для того, чтобы не потерять эскиз. На таких маленьких работах я советую вам не делать линейные контура. Потому что это будет очень толсто. Также хочу сказать вам о том, что трансферная бумага тоже бывает разная. Вот конкретно эта трансферная бумага, она переводит достаточно толсто. То есть это больше для реализма, для таких объемных работ, когда нужно много теней. Поэтому мы ведем фиксацию прямо вот посерединке перевода. Классические татуировщики меня сейчас закидают тухлыми помидорами и скажут: фу-фу-фу, какая единичка. О чем мы говорим? Но здесь очень тонкий, очень нежный эскиз, поэтому единичкой я буду фиксировать, единичкой я буду делать самые тонкие линии, и троечку мы потом возьмем для того, чтобы
уже доработать плотные места. По итогу мы получим очень тонкую работу, теневую и очень нежную. Советую вам фиксировать такие линии единичкой. Это исключает риск ошибок, потому что если вы сейчас возьмете пятерочку, троечку и сделаете сразу с одного прохода длинные линии на этой надписи, то ничего красивого вы не получите. Это будет достаточно грубая работа. Сейчас нам нужна фиксация, потому что трансфер был для машинного перевода, переводили мы его вручную. Видите, он не очень долго держится. Вообще хочу сказать вам про данный пигмент. Им можно выполнять даже крупные работы. Крупные работы в реализме, теневые, они будут очень красиво смотреться. Вот, вы можете посмотреть на страничке компании, на страничке моей. Такие работы, они реально очень большие, выполненные в чекана, в реализме. И, как ни странно, там на тенях используется Deep Black. В тату нам очень важно хорошее натяжение, поэтому даже когда я фиксируюсь, я делаю очень сильную натяжку кожи во все стороны. На самом деле сделать татуировку единичкой, наверное, вообще тонкими конфигурациями самое сложное. Это как контур на стрелочке, на хвостике. Примерно одно и то же. А чем опасно работать единичкой? Да и вообще маленькими пучками, да? Троечками, например. Потому что есть вероятность заглубиться. И ПЖК у нас в зоне не лица, то есть на лодыжках, на предплечье, на плечевых различных зонах, на ключице очень близко располагается. Поэтому маленькие пучки могут нам дать неожиданные подтеки, углубления и так далее. Поэтому четкий контроль вашей тонкой иглы обязательно должен быть. Вы должны уметь работать на одной глубине. Использовать можете обычные ватные диски, зеленое мыло, обязательно вазелин. Вазелин тоже марки Ханфи, естественно. Очень классный вазелин, он есть с ментолом, есть с земляникой, есть классический. Поэтому так, как вам нравится. Я всегда говорю, что мини-тату — это маленькие размеры, и надпись — это как раз-таки мини-тату, и это прекрасно. Потому что любой мастер перманентного макияжа, чуть-чуть потренировавшись, может сделать идеальные работы. Это как раз-таки для мастеров ПМ чудесно. Потому что расширяет ваш прайс, чек, добавляет новых клиентов. Вы можете делать разные классные рисунки. Пробовать себя, так сказать, в новом направлении, в новом амплуа. И поверьте мне, вам понравится. Микротатуировки, да, совершенно маленькие какие-то работы в реализме. Это очень красиво. И второй проход вы уже смотрите, где вам необходимо добавить объему. Мы понимаем, что единичка, она в принципе та игла, которая плотности особо не дает при прокрасе. Она несет на себе минимум пигмента. Хотя троечка 0,25 диаметра, она тоже очень тонкая. Она тоже очень тонкая, она очень красивая игла. Конечно, отличается штрих в перманентном макияже от штриха в тату, потому что здесь мы в контуре не можем наштриховывать, не можем намахивать, не можем делать маятники. Мы работаем внутри кожи, и это очень важно, потому что чем поверхностнее вы работаете, чем больше вы мажете, тем больше вы травмируете, и меньше оставляете там пигмента. Поэтому это такие покачивающие движения внутри кожи.
Сейчас мы сделали основные акценты иглой единичкой. И сейчас поставим троечку для того, чтобы уплотнить кое-какие элементы нашей надписи. Вылет примерно 3,5 миллиметра. Скорость 8. Игла троечка, это тоже Ханафи. Очень классные заточки. Ну, а та тройка позволяет нам уплотнить линию. Она еще позволяет ее очень хорошо выровнять. Этой тройкой классно делать вип-шейдинг, делать объемные тушевки, именно пиксельные, именно в тату. Здесь я уже делаю более длинные штрихи, более длинные линии. Мы закончили. Посмотрите на результат. Любой мастер перманентного макияжа может делать такие работы. Всю продукцию марки Ханафи вы можете приобрести на официальном сайте Ханафи и на маркетплейсах. Все ссылки в описании под данным видео. Подписывайтесь на наш канал, будьте в курсе новинок и умейте пользоваться теми материалами, которые мы вам предлагаем.